Чекист Степан Афанасьевич Саенко был одним из демонов, порожденный Октябрьским переворотом 1917 года. Это он возглавлял Харьковский концлагерь, а свои садистские наклонности прикрывал борьбой за свободу рабочих и крестьян. О преступлениях Саенко писали Велимир Хлебников, поэтесса Ирина Кноринг и драматург Аркадий Аверченко. Жестокий комиссар Степан Афанасьевич также упоминается в романе Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». В народе его называли комендантом смерти и кровавым палачом, не знавшим жалости к врагам советского народа. Так что же за человеком был на самом деле этот герой? И почему его имя окутано такой дурной славой? Степан Афанасьевич Саенко родился в 1886 году в Полтаве, в обычной крестьянской семье. С детства Степа помогал отцу в столярной мастерской, но не гнушался и кражами. Несмотря на то, что документов не сохранилось, есть основания полагать, что Степа Саенко в молодости был осужден за воровство и пару лет провел на каторге. По крайней мере, так говорят исследователи. Когда началась Первая мировая война, Степка не спешил на фронт и довольно долго уклонялся от армии. Однако в 1916 году его все-таки отправили на передовую. В то время в царской армии вовсю велась большевистская агитация. Саенко дезертировал в Харьков. Тогдашний Харьков бурлил революционными идеями. В городе было много политических партий. Вскоре Саенко вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию РСДРП. Партия была одной из самых радикальных, не брезговавших принимать в свои ряды даже уголовные элементы. По заданию городского комитета партии Саенко приступил к организации красногвардейского отряда. Нужно признать, что команду себе Степан сколотил весьма многообещающую. В нее входили уголовники, разбойники и прочая гопота. Этим новым отрядом Саенко и командовал в темные октябрьские дни 1917-го. Когда советская власть в Харькове утвердилась окончательно, Степан Афанасьевич был назначен на работу в уголовный розыск. Затем, сделав большой карьерный скачок, он перешел на должность командира отряда частей особого назначения ЧОН Харьковского губисполкома. Работал Степан Афанасьевич под началом Павла Кина, большевика по прозвищу Андрей. В свое время Павел Кин был участником боевого отряда Якова Свердлова в Екатеринбурге. Примечательно то, что вместе с ним в отряд входил и Янкель Юровский, палач царской семьи. В Харькове Павел Кин занимал должность военного революционного коменданта города. Вскоре он сделал Степана Саенко своим заместителем. Идея создания концентрационного лагеря в Харькове принадлежит именно Кину. Дело в том, что через год после Октябрьской революции заключенных было настолько много, что новой советской власти было просто некуда их размещать. И тогда декретом Совнаркома о красном терроре от 5 сентября 1918 года было принято решение о создании концлагерей. Первый же концентрационный лагерь появился в Харькове. Жителям более старшего поколения его адрес должен быть хорошо известен. Улица Чайковского, дом 5. Степан Афанасьевич был не только комендантом Харьковского концлагеря, но и его главным палачом. По свидетельствам очевидцев, револьвер применять он не любил. Считал это слишком просто. Степану нравилось избивать и мучить людей, добиваясь того, чтобы смерть становилась для несчастного желанной мечтой. В концлагере на Чайковской людей распинали, резали, сдирали кожу и даже хоронили заживо. Естественно, что с таким объемом работы Саенко один бы не справился. Для этого у него были достойные своего начальника помощники. Степан Афанасьевич набрал их из уголовников, военнопленных и китайцев. Всего в комендантском взводе Саенко насчитывалось 37 человек. По приблизительным подсчетам, большевиками в Харькове было замучено и убито свыше 1000 человек. Слава об этом жестоком изверге очень быстро распространилась за пределы Харькова. О нем стали упоминать известные в то время писатели. Говорят, что Степана Саенко боялся даже сам легендарный Нестор Махно, который не боялся никого и ничего. Сохранились ужасающие кадры видеосъемки тех лет, где из братской могилы концлагеря были подняты изувеченные тела жертв.
Эта эксгумация была проведена по приказу комиссии генерала Деникина, когда белые в 1919 году выбили из Харькова красных и на время заняли город. Оказалось, что выстрелом в голову были казнены люди, убитые перед самым отступлением большевиков. Остальным повезло меньше. У их тел оказались отрублены пальцы, переломаны конечности, рассечены кости. Их убивали саблями, ножами и штыками. В подвале дома были обнаружены гири, которыми разбивали задержанным головы, и перчатки из кожи, снятые с рук несчастных. Тела убитых передавали родственникам для достойного погребения. Все это снималось на пленку и фотографировалось. Увидеть эти страшные кадры можно в интернете, набрав соответствующий запрос по теме. Спустя время большевики снова взяли Харьков. На сей раз Красная Армия пришла в город уже всерьез и надолго. Саенко вернулся в Харьков и занял пост верховного следователя юстиции. При нем повешенные на Благовещенском рынке люди считались нормой. В ноябре 20-х Степан Афанасьевич – заместитель начальника уголовного розыска Дзержинского района. После окончания гражданской войны Саенко добрее не стал. Его новыми врагами стали харьковские бандиты и уголовники, которых он теперь вешал публично. Самыми криминальными районами в городе считались Благовещенский базар, Клочковская, Екатеринославская и Кацарская улицы. Блатные боялись и ненавидели Степана Саенко. По неподтвержденной информации, на сходке бандиты вынесли ему смертный приговор. Возле дома на улице Клочковской, где жил Степан Афанасьевич, ему устроили засаду. Возвращаясь домой ночью, Саенко почувствовал неладное и, достав заранее револьвер, сумел застрелить нескольких нападавших. Сам он выжил и в 1924 году ушел в красные директора. Сначала Степан Афанасьевич возглавил завод «Красный Октябрь», а затем фабрику «Красная нить». Репрессиям тех лет он подвержен не был. Однако, по некоторым данным, в 1938 году на него поступила анонимка. Руководством было принято решение арестовать Саенко. Сотрудников НКВД Степан Афанасьевич встретил с гранатой в руке, со словами: «Вы меня знаете, взорву всех к чертовой матери». Те, зная, на что способен старый чекист, решили отступить. Мол, все равно никуда не денется. Позже возьмем. И ушли. Саенко сразу связался с боевыми товарищами, занимавшими высокие посты в органах, и приказ об аресте был отменен. А те, кто распорядился его арестовать, были арестованы сами. Когда началась Великая Отечественная война, Степан Афанасьевич руководил подпольной группой харьковских борцов с фашистами. По другой информации, бывший комендант смерти отбыл в эвакуацию и находился там до конца войны. Как бы там ни было, старость свою красный комиссар Саенко встретил тихо и спокойно. Будучи пенсионером союзного назначения, читал газеты, слушал радио, возможно, даже писал стихи. Возможно, по праздникам к нему приходили пионеры, приносили поделки и цветы. А он рассказывал им истории о героических подвигах из своей молодости. 17 августа 1973 года, в возрасте 87 лет, русский демон революции, комендант Харьковского концлагеря Степан Афанасьевич Саенко покинул наш мир. На его надгробии на кладбище можно прочитать надпись: «Спи спокойно, дорогой Степочка». На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. До новых встреч!